Привет, друзья! Уже апрель, а это значит скоро Пасха. И сегодня я хочу вам показать, как сделать болгарский традиционный кулич, который называется кузунак. Делать его будем, как запомнилось с детства, путем вспоминанием, ощущением, как душа подскажет. Кстати, у нас на канале появилась кнопка спонсора, поэтому если вы хотите поддержать меня и наш канал, подписывайтесь, я вам буду очень благодарна. Ну все, возвращаемся к рецепту, как всегда следите за руками, а мы поехали готовить вкуснейший кузунак. Тесто для болгарского кузунака делается совсем несложно, и чем-то оно похоже на тесто для кулича, но с некоторых нюансов. Теперь в миску нам нужно отправить слегка подогретое молоко, но не сильно, нам нужно спокойно отпустить свой палец, и чтобы нам не пекло. Отправляем. Сюда мы отправляем дрожжи. Вы можете взять сухие, я в данном случае использую живые, мне они больше нравятся. Если вы берете сухие, они должны быть где-то 2,5-3 раза меньше, чем то количество, которое указала я за живыми. Сюда мы отправляем сахар, обычно кристаллический сахар. Теперь сюда мы отправляем киселое молоко. Это, я знаю, болгарский продукт, поэтому если у вас его нет в магазинах, вы можете его заменить с греческим йогуртом или взять кефир. Получится замечательно. Нам нужно добавить яйца. Я взяла 2 целых и 2 желтка. Сюда мы отправляем ваниль, экстракт. Если у вас его нету, вы можете его заменить, как я вам уже говорила, с сахаром ваниль. Берем где-то 1 ложка. И предварительно я замочила в ароме, в золотом ароме изюм. Так у нас кузунак получится с такой интересной, очень приятной нотки рома. Нам нужно, чтобы вот этот изюм мы взяли 1 ложку уже вот так рома и добавили к наше тесто. Ну, можно чуть-чуть больше. Давайте я возьму где-то 1,5 ложки. Когда мы размешали все до однородности, нам нужно добавить муку. Берите мука, которая богата протеином, то есть на пачке будет указано, что протеин выше 12%. Это хорошая мука, и ваш кузунак получится очень пушистый, воздушный, классный, мягкий. И обязательно нам нужно и муку просеять, все как всегда, чтобы она обогатилась кислородом. Убираем венчик и начинаем потихонечку работать с руками. Сначала нам тесто покажется очень тугое, очень такое, знаете, типа твердое. Но это не просто так, потому что поначалу оно будет такое, а после этого мы постепенно будем добавлять наше сливочное масло. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. И когда мы его добавим, и когда тесто освоит все масло, оно получится очень мягким и очень приятным на ощупь. И вот спустя 20 минут мешания, какое у нас тесто получилось. Посмотрите, насколько оно мягкое и податливо. Оно такое должно быть и у вас. И также, посмотрите, если мы его перекинем на ладони, видите, оно постепенно начинает отпускаться. Это так должно и быть. Это нормально, чтобы вы не пугались. Оно не должно быть тугое-тугое. Оно должно постепенно, вот так, менять свою форму. Теперь, и также смотрите, оно не прилипает уже к нашим ручкам. Помните, какое было в начале? Делаем вот такой колобочек. Быстренько скрутили, поставили его в мисочку, закрываем або с пленкой, або с полотенкой и оставляем где-то на минут 40, чтобы оно поднялось, там начали работать дрожжи. И после этого я вам покажу, что нам дальше делать. Главное, не оставляйте тесто так в открытом виде, чтобы оно просто не засохло. Ну все, ждем, чтобы оно увеличилось. Прошло 40 минут, и наше тесто готово. Посмотрите, как оно увеличилось, какое оно такое живое. И теперь мы уже будем делать сам кузунак, формировать его. Так, забираем наше тесто. Вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп.
и отправляем его на столе. Делаем вот такой шарик. Не сильно мнем, ну вот так, чуть-чуть. И нашего шарика разделяем на 4 части. Вот эта часть мы разделяем. Раз, два, вот так. Где-то вот так. Короче, из этого количества теста нам должны получиться 3 шарика. Так ставим. И где-то вот так. Вот. Получили 3 шарика. Точнее, сейчас получим. Видите, какое оно живое. Видите, пузырьки. Так. Вот это вот так перемешиваем. И собираем в кучу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так. И то же самое делаем с остальным тестом. Теперь нам нужно с помощью точилки раскатать вот такой прямоугольник. Ну, можно не прямоугольник, можно более овально, чтобы было без разницы. Так, сейчас я себе помогаю чуть-чуть с ручками. Вот так вытягиваем. И начинаем потихонечку. Если у вас тесто липнет к скалочке, вы можете чуть-чуть масличком сверху положить. Наш первый шарик уже превратился в таком виде. И теперь мы берем наш изюм. Хотела сказать стафиди, как на болгарском, но вспомню, что на русском это изюм. Теперь берем вот так, просто разбрасываем. Вот так. Сколько хотите. Разбросили во всех краях. И начинаем этого все вот так закручивать, как рулетик. Потихонечку. Получилась у нас вот такая колбаска. Теперь эту колбаску нам нужно закрутить. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Закрутили. Сколько нам удастся, столько мы и закрутили. И то же самое мы поступаем с нашими другие шарики. У нас получились вот такие 3 колбаски. Теперь нам нужно их чуть переместить. Так, чтобы они были в таком виде. Хоп-хоп и хоп-хоп. Теперь нам нужно как косичка их заплесть. То есть получается вот это вот тут. Вот так соединяем. Теперь вот этой части. И каждый раз вот так мы можем их покручивать, чтобы они были реально вот такие закрученные. Так, начинаем. Закручиваем их вот так хорошо. Ну, я думаю, что все в детстве плели косички, поэтому тут ни у кого не будет проблемы. Заплетаем и начинаем. Вот сюда. Вот это в серединку. Потом вот так, хоп-хоп. Чуть-чуть, чтобы они были вот так. Вот это сюда. Так, место. Вот это в серединку. Вот это опять сюда. Подкрутили. И вот это. Вот, мы их соединили. Теперь соединяем их хорошо. Вот так под попкой ставим. Вот это соединяем. И тоже под попкой. Вот так. И у меня есть вот такая формочка. Болгарский кузунак подается продолговатый. Хотя есть и круглые, но чаще всего стандартная форма это вот такая продолговатая. Я уже обработала с маслом, потом мукой, чтобы у нас ничего не прилипло. И теперь мы очень аккуратненько, очень аккуратненько, мы его перемешаем вот сюда. Теперь оставляем его, чтобы он еще раз подошел, увеличился в размере. После этого мы его смазываем с молоком и желтком и посыпаем с мокрый сахар. Да, это вот такая фишка болгарского кузунака. Посыпается с именно мокрый сахар, чтобы были такие большие-большие кристаллы. Ну, все.
Ребята, наш кузунак наконец-то готов. И я не могу вам передать этот запах, который на кухне. И насколько он мягкий, вот просто. Я не знаю, как видно ли на камере, но он мега мягкий и мега ароматный. И посмотрите, какой он большой. Посмотрите, формочка какая. И какая шляпа получилась. Он просто нереально, гиганты. Теперь давайте мы его попробуем. Вообще-то кузунак, как бы он вот так рвется и кушается. Но мы будем, как нормальных людей, возьмем ножик и его разрежем. Ой, слышите этот звук просто кайфовый. О. Посмотрите, просто какая. И посмотрите, он какой мягкий, классный. Аромат рома просто нечто. Это именно кузунак с моего детства. Вообще-то кузунак болгарин, он не должен быть приторно-сладким. Он должен быть умеренно сладкий, а именно изюм должен придавать такая дополнительная сладость. Очень вкусный, очень ароматный, очень мягкий. Поэтому я вам рекомендую, удивите свою семью и своих близких на эту Пасху. Сделайте болгарский кузунак. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!